Доброго времени суток! Я подготовил 10-минутный легкий гайд для прохождения сюжетной линии игры. Будем играть арбалетчиком через стихию холода. Стартовый билд взял у моего любимого стримера Попоя 2 Складика. Все ссылки на первоисточник оставлю в описании к видео. Обязательно заходите к нему на канал, так как у него уже есть готовый финальный билд для прохождения всего контента в игре. Убивать врагов будем через два скилла – болты вечной мерзлоты и осколочные снаряды. Нужно замораживать врагов, а потом осколочными снарядами разбивать заморозку. Данная комбинация наносит много урона. Благодаря ней можно шотнуть редкого монстра и нанести огромный урон по боссу. В будущем, когда у вас появится мощная экипировка, можно будет зачищать обычных мобов одной кнопкой через болты вечной мерзлоты. В данный скилл я вставил камень поддержки «Очаг холода». Если враг замораживается при стрельбе, под ним создается замерзшая земля. Враги, находясь на ней, замедляются. Таким образом, легче держать безопасную дистанцию и появляется запас времени для выбора наилучшей огневой позиции. Данный камень советую вставлять, если у вас мало урона. Вообще, я с ним прошел всю сюжетную линию игры. Даже когда на 50 уровне купил себе отличный арбалет и хорошие кольца на атаку. Восхождение выбрал тактика. Благодаря ноду «Надежный план» будем активировать много полезных аур и камней поддержки, которые удерживают показатель духа. На 58 уровне для существенного улучшения урона сможем активировать вечную ярость, которая сама будет генерировать наш показатель свирепости. И если хватает духа, то добавляем в наш арсенал берсерка. С двумя этими активированными аурами наше здоровье постепенно будет уходить. Поэтому нужно вставить два камня поддержки на его регенерацию. А именно, живучесть 1 и живучесть 2. Если на старте игры у вас будет много духа, то активируйте разные полезные атакующие и защитные ауры. Можете посмотреть на мой список навыков и также задействовать их постепенно сверху вниз. Добавлю лишь один момент. Если вам в начале игры не нужна выживаемость, то вместо ауры «Танцующий с ветром» активируйте Вестника Пепла. Сейчас вам покажу все навыки и какие камни поддержки в них я использую. Наш арбалет как дробовик. У него обычно есть один заряд для выстрела. После выстрела идет перезарядка. Чтобы избежать перезарядку между разными зарядами болтов или по-простому патронов, нужно открыть инвентарь и установить на две стойки один и тот же арбалет. Переносим арбалет в первую стойку. Затем открываем вторую стойку, наводим курсор мышки на римскую цифру 1 и нажимаем Alt плюс ПКМ. Все, теперь выбранный арбалет будет задействован на две стойки. Далее открываем наши навыки кнопкой G, находим два атакующих скилла. В ячейке урона нажимаем на стрелочку и в появившемся меню в правом нижнем углу оставляем только одну галочку. Например, у меня в навыке осколочные снаряды галочка выбрана в ячейке, где стоит римская единица. А в навыке болты вечной мерзлоты активирована галочка напротив римской цифры 2. Теперь в панели использования навыков можно легко настроить применение скиллов из одного и того же оружия. Выбираем удобную для нас клавишу или кнопку на мышке и назначаем в нее выстрел из самострела набор оружия 1. Следовательно, в другую ячейку выстрел из самострела набор оружия 2.
После выполненной настройки все готово. Теперь можно делать 2 разных выстрела без перезарядки. Есть еще один способ, как можно стрелять на короткое время без перезарядки. Для этого через камень духа активируем навык «Собиратель осколков». Нужно обязательно заморозить врага, а затем по нему выстрелить навыком «Осколочные снаряды». В таком случае активируется баф на 4 секунды, который отображается в левом верхнем углу монитора. Во время бафа мы стреляем без перезарядки. В дереве пассивных умений есть нод в самом внизу, который с вероятностью 30% моментально перезарядит арбалет. Сюжетку без проблем я прошел без этого нода, но вы для облегчения боевого процесса можете его активировать. Дерево пассивных навыков для прохождения кампании развиваем постепенно, сверху вниз. Прям целенаправленно пробиваться к определенной группе нодов в начале игры нет смысла. Постепенного продвижения пассивных навыков сверху вниз будет хватать для усиления персонажа. Ссылку на планер оставлю в описании к видео. Для комфортного и быстрого прохождения сюжетной линии игры постарайтесь заполучить арбалет и кольца с высоким уроном. Остальные предметы на старте не так сильно важны. Не забывайте обновлять перечисленный гир с повышением уровня. Данное действие значительно вас ускорит. Давайте подведем итог. Арбалетчик через стихию холода оказался сильным персонажем для прохождения сюжетной линии игры. У него высокий потенциал для успешной поздней стадии игры. От себя добавлю следующее. Я играл на разных классах, которые стреляют издалека. Играл много времени на амазонке и лучнице через стихию молнии. У арбалетчика другой боевой стиль. Мы не всегда можем зажать одну кнопку и без перерыва стрелять. Исходя из этого нюанса, пока у вас не будет сильного гира, вам придется аккуратно выбирать позицию для стрельбы. Иначе к вам смогут подбежать враги и подловить на перезарядке болтов. Иногда мне приходилось даже придерживать выстрелы до тех пор, пока враги сгруппируются плотнее друг к другу. Так как стрелять в одного монстра, когда рядом с ним находится толпа врагов, без высокой скорости перезарядки или бафа на моментальную перезарядку, опасно. После выстрела, пока перезаряжался, стоящая за ним толпа врагов успевала на меня накинуться. Данный момент вам нужно учесть. Еще нужно постоянно следить за заряженными болтами в арбалете. Частенько я об этом забываю, когда подхожу к врагам. Если честно, этот момент напрягает. А вот на амазонке или лучнице можно было заранее стрелять на далекое расстояние и не нужно следить за перезарядкой. Еще добавлю один важный момент. Выстрелы из арбалета имеют ограниченную дальность, и сама дробь не всегда полностью влетает во врагов. Были случаи, когда я в упор почему-то промахивался. Проблема не в меткости, а в частичках самой дроби. Выстрел имеет конусовидное направление. Как оказалось, можно легко промахнуться, стреляя по врагам даже на близкой дистанции. Хз, возможно, это какой-то баг в регистрации урона. Но действительно, иногда на близкой дистанции идут промахи по врагам, когда выстрел был произведен четко по их направлению. Арбалетчику нужно будет набирать много параметров силы, ловкости и интеллекта, так как в билде будет задействовано много разных камней и аур поддержки, а также сам арбалет требует 2 параметра. Поэтому гир формируйте исходя из этих потребностей. В общем, арбалетчик через стихию холода получился интересным. У него есть крутой контроль в виде заморозки противников, и с восхождением тактика будет дополнительный контроль в виде пригвождения. Стилистически он отличается от других классов, которые стреляют издалека. Для получения нового игрового опыта рекомендую данного персонажа. Как всегда, благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал и обязательно заходите к складику на стримы. Все полезные ссылки будут в описании видео. Всего вам доброго.